Как мы все недавно поняли, мир изменился, не станет прежним. Число зараженных коронавирусом на планете приближается к 2 миллионам человек. Накануне Британия перешагнула отметку в 10 тысяч смертей. За сутки в России заболели коронавирусом еще 2558 человек. На въездах в город установлены пункты для досмотра автомобилей. На улицах дежурят полицейские патрули. Скорых просто не пересчитать. И они прибывают. Накануне за сутки в Америке скончались более 2000 человек. За последние несколько недель я провел десятки встреч с талантливыми людьми, с венчурными инвесторами Кремниевой долины, со стартаперами, с ребятами, которые работают в корпорациях, чтобы сложить свое представление о том, что происходит. Поэтому я предлагаю коротко, буквально в 2 словах, чтобы не растягивать представление, просто всем представиться. Да, добрый день, друзья. Меня зовут Ленар Рахманов. Да, я вхожу в совет директоров нескольких компаний. Известные из них это Аэроэкспресс в Москве, это Локотех Сервис, 45 тысяч сотрудников и выручка в несколько десятков миллиардов рублей. Я Павел Черкашин, венчурный инвестор, живу в Кремниевой долине, руковожу фондом, инвестирую в технологические стартапы. Меня зовут Сигалов Сергей, я отвечаю в группе компаний Mail.ru Group за 2 бизнес-направления. Это искусственный интеллект в области звука и компьютерное зрение. Игорь Шайфот, партнер в фонде TNT Investments. Очень много инвестиций, очень много экзитов, живу в Сан-Франциско. Что меня потрясло больше всего, насколько разные ребята по возрасту, по бэкграунду и даже потому, что они делают в Силиконовой долине, насколько они выделили в итоге одни и те же качества, как ключевые. И примерно мы понимаем, что происходит в России и за рубежом. Все происходит вовремя. И то, что сейчас происходит, оно, в принципе, не могло произойти раньше. Переоцените свои офлайновые активы, и через 5 лет будет только онлайн. Избавляйтесь от них. Ну, смотри, есть, например, OpenTable, который занимается конкретно, который онлайн-компания, которая занимается конкретно reservations в ресторанах. Ну, все, до свидания. Окей. Правда в глазах. По поводу изменений. Опять же, я нахожусь в совете директоров ряда компаний, которые в поздних стадиях, как я и говорил, потому что мы инвестируем в позднюю стадию. То, что происходит, мы во всех компаниях оцениваем ситуацию, срочно везде уже провели советы директоров, иногда неоднократно это делаем, и смотрим, насколько мы можем урезать косты в компаниях. То есть это очень болезненный процесс, потому что, представляете, сейчас коронавирус, везде там карантин и еще что-то, и тут людям будут сообщать, что их еще и увольняют при этом. И увольняют в компаниях, в которых все хорошо на самом деле. Но мы предвидим, что во многих компаниях объем продаж просядет. Лично я сегодня ставлю себе задачу быстро разобраться в тех изменениях, которые уже произошли в мире, чтобы корректировать свою стратегию, быть готовым гибко запускать новые продукты под новый рынок. Потому что рынок точно будет другим. Рад, ребяточки, очень присоединиться к вам. На самом деле, когда узнал, что Руслан сделал то, что он сделал, очень сильно порадовался его успехом. Вообще, Руслан, как только появится возможность мне хоть как-то быть причастным к тому, что ты делаешь, с радостью говори. Так же, как после теракта 9.11 мы получили новую реальность в аэропортах с точки зрения безопасности, так и сейчас мы начинаем учиться жить по-новому, с меньшим количеством перемещений по миру, по родному городу, с большим количеством онлайн-встреч. Онлайн-обучение, онлайн-туризм, онлайн-развлечения, онлайн-работа, онлайн-еда. В ближайшее время люди со всего мира точно будут меньше летать, ходить в магазины и изменят тысячи своих привычек. Многих пугает то, что происходит сегодня в мире. Люди выходят из бизнеса, теряют работу. Такого не было в истории человечества. Никогда еще в мире не закрывали страны, не закрывали целые индустрии. Я считаю, что это действительно большая проблема. И я считаю, что это не раздувание в прессе, а это впервые в истории человечества идет открытое информирование о том, что происходит. Чаще всего мы наблюдаем 3 стратегии. Стратегия номер 1 – интересоваться новостями, тратить на это свой ресурс, время, паниковать как результат. Стратегия номер 2 – забить на все и чилить, ждать, пока все закончится. И я смотрю, что многие из моих знакомых выбрали такую стратегию, и это тоже нормально. Третья стратегия в том, чтобы начать действовать, но действовать могут не все, так как вокруг много неопределенностей. Мы собираем вокруг нас людей, которые выбрали действовать, для которых неопределенность – это среда обитания. Собираемся, чтобы проводить мозговые штурмы, чтобы делиться инсайтами, инструментами, совместно принимать решения, запускать проекты. Поэтому я в этом плане, если мы выживем и все нормально переживем, очень
возбужден по поводу тех возможностей, которые открываются для мировой экономики в этом плане. Я думаю, что идет беспрецедентное такое в истории внедрение массовых онлайн-технологий в человечество. То есть у нас благодаря средствам масс-медиа мы научились правильно получать новости из разных источников и открываем для нас новые возможности. Это видео вам стоит досмотреть до конца, чтобы понять, как вы можете присоединиться к закрытой части нашего онлайн-сообщества предпринимателей для решения вызовов и проблем, которых сегодня хватает. Мы уже познакомили тысячи русскоязычных собственников со всего мира с людьми, которые живут и работают в Кремниевой долине, решили сотни проблем и запустили десятки совместных проектов. Мне хочется прямо сейчас все бросить, нажать паузу, сбегать в Россию, начать что-то реализовывать, чтобы потом вернуться сюда и снова нажать на кнопку play. Я думаю, эта поездка, да, изменила мою жизнь навсегда. В принципе, можно даже намного больше узнать, чем в MBA, потому что все равно было много теории, такие факты, которые просто вот бери и делай. Я потратил на эту программу больше $100 000, я невероятно доволен. Слушай, я подчеркнул на самом деле очень многое. Спасибо тебе огромное за эту возможность пообщаться вживую с таким человеком, как Денис. Вот. Первое, что забираю обязательно, это идею, что на самом деле все решают люди. И качество людей в команде определяет качество продукта. Большой респект команде Руслана и ему. Они создают формат, и эти поездки — это самый простой, наверное, самый быстрый, самый дешевый на самом деле способ это сделать. Эти все знания можно имплементировать в своей компании. Я думаю, что в ближайший год мы что-то сделаем даже в Америке. Любая компания, любой бизнес – это люди. Поэтому я уверен, что те технологии, инструменты, модели, которые здесь применяют, их возможно у нас применить. В этом видео я хочу сделать так, чтобы вы лучше меня поняли, и расскажу вам, почему мне важно делать то, что я делаю. Потому что я считаю, что таким образом я буду больше вам понятен, и вы сможете понять, как использовать меня, наши проекты и наш контент для решения своих задач. Напишите в комментариях, если вы считаете, что это было лишним, но я думаю, что я вот это прямо сейчас сделаю. Итак, в 2002 году я закончил школу МВД и работал 8 месяцев в уголовном розыске. В то время Россия, страна, в которой я родился и вырос, активно боролась с преступностью, на улицах было небезопасно, а в Орджоникидзевском районе города Уфы, где я работал, было особенно дико. У нас там был район, где героин продавали на улице как семечки, и по этой причине была очень высокая преступность. Мне 18 лет, я романтик, учился в университете, чтобы по-настоящему победить преступность. Но в полиции того времени я столкнулся с тем, что не всем нужны были мои победы, то, как я их видел. Так как мое начальство получало повышение награды не за количество побед личного состава, за раскрытые преступления, а за запись в книге учета происшествий. Другими словами, не обязательно было раскрывать, было достаточно укрывать. Нас просили отговаривать людей писать заявления. И таким образом мы формировали правильную для руководства статистику. Мне тогда еще, 18-летнему парню, стало понятно, что внутри этой системы есть двойные стандарты. Но ничего другого я не видел тогда, в 18 лет, и сравнить было не с чем, поэтому я вынужден был смириться, думая, что везде так, что во всех остальных организациях работают аналогичным образом. Сейчас я задаю себе вопрос, что в той организации было не так, и понимаю, что в первую очередь миссия и принципы вот этой организации, уголовный розыск, милиции в целом, были просто написаны в соответствующих документах и никак не отражали суть того, как работает уголовный розыск, да и в целом вся правоохранительная система. Никто никогда не привязывал все, что написано в миссии и принципах уголовного розыска, к действиям сотрудников, а скорее наоборот, транслировалось, что их соблюдение вредят целям начальника, как, например, принятые заявления по преступлениям, которые сложно раскрыть. Уволившись через 8 месяцев, я остался на улице. Никто меня не брал на работу. Очень специфический предыдущий опыт работы, недоверие к правоохранительным органам просто не давало возможности найти заработок. И я этих людей прекрасно понимаю, потому что система правоохранительной того времени была, мягко говоря, несовершенной. Тогда казалось, что весь мир против меня, я таксовал, часто подал в аварии. Некоторые из этих аварий до сих пор остались как напоминание на моем лице. Тогда я любил выпить, сходить в клуб, жил у друзей, но пришел момент, когда даже мои собутыльники отвернулись. Это толкнуло меня продолжить искать работу. Я устроился в ЖЭУ, это организация, которая занимается хозяйственным обслуживанием жилых домов и территории города. Сначала я был там мастером по кровельным работам, потом стал мастером по сантехнике, главным инженером. Приходилось работать с людьми, горизонт планирования которых один день или даже несколько часов. Большинство просто хотели сегодня где-то найти шабашку, чтобы на эти деньги выпить. Работа с такими людьми разочаровала меня, но потом я придумал себе квест, который помог мне поменять отношение к тому, что я делал каждый день.
Я себе продал идею научиться работать с такой категорией людей. И сказал себе, что если ты научишься вот работать с этими людьми, горизонт планирования которых вот несколько часов или там максимум день, то потом работать с людьми, у которых горизонт планирования, мягко скажем, там другой, мне будет проще с ними выстраивать работу и взаимодействовать в команде. Сейчас понимаю, что, скорее всего, именно по этой причине я смог расти внутри этой организации. Ведь у меня была цель не достигать каких-то карьерных результатов внутри ЖЭО, а цель именно научиться коммуницировать с разными людьми. И вот научившись коммуницировать, я получил какое-то продвижение. Вот сейчас, задавая себе вопрос, что в той организации было не так, я имею в виду в ЖЭО, я понимаю, что у людей, которые работают вместе, не было общих целей внутри организации, не было общих планов. Я уже не говорю о том, что не было принципов, миссий, и каждый тащил все, что мог, на свою сторону. Буквально домой забирал при любой удобной возможности. Параллельно с работой в ЖЭО я поступил на вечернюю форму обучения в авиационный университет. Каждый день после работы ехал в противоположную часть города, чтобы учиться очно вечером. Там я познакомился с одногруппником, который пригласил меня работать в банк, в отдел безопасности. И моя задача стала разобраться в законодательстве, в каждой инструкции банка для того, чтобы предотвращать мошенничество. Я с интересом наблюдал и изучал то, как работает федеральный банк. Многому научился. Вспоминая сейчас, что в той организации было не так, я понимаю, что внутри банка у тебя нет понимания того, как ты можешь вырасти внутри организации. То есть я не знал, что мне делать для того, чтобы получить повышение. Никто не пытался синхронизировать мои цели и цели организации. Никто не спрашивал вообще, какие у меня цели. И мне кажется, именно по этой причине все на работу приходили спустя рукава, работу работать, и большинство относились ко всем вот своим задачам не как к своим, а как к чьим-то чужим, которые им кто-то дал. И это все приводит к неувлеченности, к неэффективности, потому что люди внутри этой компании, внутри организации, внутри серьезного банка, они не понимают, как вот текущий их какой-то вот функционал, вот текущая задача, как их она приведет к каким-то их целям. В банке, как и во всех предыдущих организациях, мне не было понятно, что я должен делать для того, чтобы расти. Единственное, что я видел внутри этих организаций, как росли те, кто умел подлизываться или имел какие-то связи. В такой системе любой человек, который не имеет связей, логически понимает, что его развитие внутри не зависит от его компетенций, от его стараний, а развитие зависит от того, как он умеет угождать лично каждому человеку. И то есть люди стремятся, по сути, если они хотят расти, приобретать навык угождать, а не навык хорошо и эффективно работать. Кто-то с этим соглашался, приобретал такой навык, умел классно угождать и получал повышение, а кто-то оставался с другим убеждением и долго задерживался на текущей позиции. Когда я поработал какое-то время вот в таких условиях, я начал понимать, что у меня пропадает мотивация делать что-то внутри. И я начал делать собственный бизнес. Мой бизнес стал способом развития меня, так как я с интересом занимался самообразованием и понял, что полученное мной второе высшее образование не дает мне преимуществ и понимания, что делать. Я посетил тренинг по саморазвитию и через какое-то время захотел еще попасть на него, но в нашем городе не было людей, которые могли бы организовать, привести спикера из Питера и сделать все под ключ. У меня были сбережения, 2010 год, 60 тысяч рублей. Я, имея эти деньги, решаю попробовать, так как понимаю, что если не получится собрать людей, не надо будет покрывать убытки своих. Я не потерял, организовав тренинг, это превратилось в хобби. Занимался всем этим я не из-за денег, а из-за окружения. Теперь моими друзьями стали ведущие предприниматели нашего города. Я часто летал в командировки в Питер, Москву, где приобрел очень много полезных контактов и знаний. В 2012 году я ушел из банка и стал заниматься только своим хобби. Через пару лет один из наших проектов организовывался в 40 городах, 8 странах, и я был вот тем человеком, который все это придумал и масштабировал. Параллельно мы делали большие ивенты в миллионниках. В Москве, в Питере, в Новосибирске и в других городах России и стран СНГ. На наших конференциях ежемесячно в разных городах собиралось от 300 до 1000 человек. Мы делали наши мероприятия полностью удаленно, ни разу не бывая в городе до организованного нами ивента. При этом за счет того, что мы много учились и организовывали наши процессы, через какое-то время команда была способна делать такие мероприятия полностью самостоятельно, без нашего внимания. То есть, например, было мероприятие в Омске, в городе, в котором я ни разу не был. Были мероприятия в разных других городах-миллионниках, которые я никогда не посещал, но эти города посещала моя команда и организовывала там большие ивенты на 1000 людей. Мы учились работать с командой на расстоянии, так как я много времени проводил в Москве, Питере, и по возвращении из длительных командировок я сразу понимал, что плохо работает в моем бизнесе, и приходилось много всего исправлять, настраивать бизнес изначально так, чтобы я мог находиться от этого бизнеса на расстоянии. Значительную часть своих доходов я продолжал тратить на самообразование, и в 2016 году я пошел учиться в Сколково.
сокращу всю вот эту программу, которую я там проходил, до главного инсайта. И вот инсайт в том, что один из преподавателей на одном из последних, к сожалению, предметов сказал, что фондовый рынок России стоит 600 миллиардов, а Google стоит 800 миллиардов. Честно говоря, до этого момента не знал, что разница настолько большая, и был сильно удивлен. Ведь Россия – это огромная страна с большим количеством ископаемых и других ресурсов. И у меня в голове не помещалось, что все вот это в капитализации стоит меньше, чем одна компания в Кремниевой долине. Стало понятно, что продолжать заниматься, учиться, вот вообще в целом самообразованием внутри стран СНГ на русском языке, в направлении бизнеса, по крайней мере, нет никакого смысла, потому что на самом деле никто не знает, как делать честный бизнес. А то, что есть, часто нечестный или бизнес, который был скопирован. Задумайтесь сами, оригинальных бизнес-моделей в странах СНГ не так много. Чаще всего они заимствованы на Западе. Поэтому мечтой моей жизни стало попасть в место, где сегодня создается будущее, эффективность бизнеса видна в цифрах. Я мечтал попасть в Кремниевую долину и учиться там у практиков, у людей, которые запускают тут свои проекты, стартапы, занимаются венчурными инвестициями, работают в корпорациях. Так как учиться у бизнес-тренеров, я, честно говоря, устал. Я понял, что лучшее для меня образование – это задавать вопросы практикам, людям, которые прямо сейчас делают что-то принципиально новое, другое, и применять то, что они говорят в своем бизнесе. Так, около 3 лет назад родилась наша новая бизнес-модель. Мы сумели гибко перестроить наш бизнес и начать организовывать образовательные поездки в Штаты. С 2016 года мы регулярно проводили время в долине, а в 2018 году переехали сюда и поселились между Сан-Франциско и Пало-Альто в городе Фостер-Сити. Тут мы ежедневно с кем-то знакомимся, ходим на ивенты, организуем ивенты, живем среди умнейших людей на планете. Сюда я приехал, чтобы научиться у людей делать свой бизнес современным, потому что считаю, что лучшее место на планете для этого – Кремниевая долина. Бизнес-модели, созданные здесь, меняют отрасль всего мира. Это факт. С большим интересом последние 3 года я ежедневно изучаю, как работают организации Кремниевой долины и ведущие компании в других городах Америки, которые тоже заслуживают внимания. Например, в Сиэтле я был 4 раза и с разных сторон общаюсь с разными людьми, изучал такие компании, как Amazon, Valve, Boeing, Microsoft. Десятки раз, бывая в Нью-Йорке, я очень внимательно приглядывался к агентствам недвижимости. Больше всего взаимодействовал с офисом Keller Williams на Манхэттене, в котором работало несколько моих друзей. Компания уникальна тем, что сегодня в ее сети 180 тысяч агентов. Они находятся в 60 странах и быстро заняли довольно консервативный рынок недвижимости. И это все случилось благодаря принципиально другой бизнес-модели, другим подходам к работе команд, другим отношениям к людям, которые работают в организации. В Лас-Вегасе моим домом стала компания Zappos, которая придумала революционный подход к культуре организации. И многие со всего мира едут туда для того, чтобы перенять какие-то фишки, инструменты. Вы слышали про эту компанию, если читали книгу «Доставляя счастье», которую написал Тони Шей. Я действительно очень благодарен ребятам, которые работают там, потому что из этой компании я взял в свою очень много разных инструментов и технологий. В долине самый большой интерес у меня вызвали компании Apple, Google, Facebook, Salesforce. И там я нашел много нового, что внедрил в работу своей организации, используя собственный принцип, технологию и подход к автоматизации процессов, про которые я вам немножко расскажу. В этих компаниях я впервые узнал, как на самом деле должен развиваться сотрудник внутри организации, как он ставит свои планы развития, как он обсуждает это с менеджером, как менеджер помогает решать повседневные задачи, как они вместе обсуждают то, как он будет расти и развиваться, что он будет делать и чего он не будет делать для того, чтобы вырасти на следующий уровень компетенций и зарабатывать больше. Это серьезный вопрос, который обсуждается минимум раз в 2 недели, потому что один из KPI, как раз вот менеджера, да, человек, который взял на себя ответственность за команду, сделать так, чтобы люди росли в его команде, чтобы они переходили в другие команды, развивались, да, то есть то, чего я не видел в организациях, в которых я сам работал, живя в России. Вот когда я в банке работал, со мной такого ничего никто не делал. Я понял, что есть справедливые процессы, договоренности, а главное, у команд есть четкое представление того, какие цели у организации и как они, реализуя свои цели, могут реализовать цели организации. И на эту тему у них есть регулярные встречи как с командой, так и со своими менеджерами. Для этого проводятся регулярные встречи с менеджером в формате 1 на 1, на которых как раз обсуждаются вопросы развития людей в компании. Проводится перформанс-ревью, внутри которого ты пишешь о себе эссе, рассказываешь о своих результатах, делишься этими результатами с командой, получаешь от команды отзывы о своей работе в виде эссе тоже, да. После этого ребята садятся, смотрят, кто что написал, кто кому какой отзыв дал и принимают решение о том, кто не соответствует ожиданиям, то есть он взял на себя какое-то обязательство, но его не сделал, кто соответствует, кто сделал все, что договорились, и кто превосходит ожидания. И как раз вот те люди, которые превосходят ожидания, они пишут об этом в своем эссе раз в полгода, ссылаясь на других друзей,
получая эти отзывы, доказывая, что действительно вот то, что они написали в эссе, это правда. И, соответственно, они могут прийти с этой правдой раз в полгода, показать своей команде и сказать, что я считаю, что я превосхожу ожидания, я заслуживаю следующий уровень компетенции. Это справедливый, понятный и очень простой процесс, внутри которого каждый понимает, что ему делать, чтобы получить повышение, чтобы зарабатывать больше внутри организации. Все инструменты, которые я нашел внутри этих компаний, я внедрил на свою команду. И мы все вместе, 30 человек, пробовали разное, чтобы создать ту модель, при которой я на расстоянии 10 тысяч километров работаю с командой над нашими проектами. Бизнес растет, при этом в нашей команде нет ни одного менеджера или человека, который имел бы хоть какой-то опыт в менеджменте до работы в нашей организации. Наш подход к работе воспитал в нашей команде по-настоящему крутых профессионалов, работой которых я по-настоящему горжусь. Этой командой мы организовываем образовательные программы и делаем миллионы долларов выручки. При этом меня не было в Уфе уже 2 года. Месяц назад, 9 марта, я понял, что начинается кризис, и уже 10-го я развернул работу нашей команды в сторону работы над стартапом. А направление бизнес-тура в Кремниевую долину поставил на паузу до времен, когда откроют границы. Переход к новому продукту мы организовали за 1 день, проведя мозговой штурм, осознав новые задачи, роли, метрики и вопросы, которые наш бот, виртуальный ассистент по-другому, задает команде последние 3 года, автоматизируя работу нашей организации. И про этот IT-сервис я сейчас расскажу немножко больше. Наш продукт — это электронный сервис, который через смартфон позволяет автоматизировать такие процессы, как построение миссии и ценностей компании, проведение совещаний, постановка и передача целей компании каждому сотруднику, разработка индивидуального плана развития сотрудника и стыковка целей компании с его личными профессиональными целями. Наш сервис помогает нанимать, адаптировать людей к работе, обучать их внутри нашей организации, управлять механизмами сплоченности команды и увлекать ребят в работу, контролировать выполнение сотрудниками их должностных обязанностей без личных встреч. Ты всегда имеешь доступ через телефон к отчетам и всем показателям работоспособности каждого сотрудника и компании в целом. Другими словами, тебе виртуальный ассистент присылает всю необходимую информацию в нужное для тебя время. Если, например, ты готовишься к встрече, он пришлет тебе материалы, какие-то ссылки и другие документы. Ты вечером уходишь с работы, ты можешь открыть телефон и посмотреть все результаты дня всей твоей команды. И быстро принимать решения, корректировать работу команд в зависимости от каких-то отклонений внутри вашего бизнеса. То, что необходимо сейчас ребятам, которые нас слушают, да, нашей аудитории понять, да, то есть Руслан вложил большое количество времени, показал нам все в огромном количестве деталей, там большое количество шагов, да, у большого количества людей сейчас, слушающих тебя, нашей аудитории, они попадут под искушение и сказать: не, ну, наверное, Руслан, он такой умный, для него это все работает, это он смог, а вот это не для таких, как я, у меня не получится, а куда же там, нет. Ситуация заключается в следующем. Вы уже это делаете, вы уже проходите эти шаги, вы уже задаете себе эти вопросы, у вас уже имеет место этот внутренний диалог, вы уже отвечаете себе на них, вы уже помещаете себя в эти ситуации, в зависимости от вопросов и внутренних диалогов, отправляете себя дальше по этой спирали вниз. Мы 10 лет занимаемся образовательными мероприятиями и познакомились, наверное, с десяткой тысяч людей, которые занимаются бизнесом. И вот, общаясь с этими предпринимателями, разбирая их проблемы, мы понимаем, что основная проблема бизнесов сегодня в том, что большинство компаний несут убытки из-за того, что сотрудники не понимают, как их ежедневная работа влияет на конечный результат. Люди получают не вовремя или вообще не получают обратную связь от руководителей и команды. Люди не понимают, как они могут расти внутри компании и что им нужно делать, чтобы получить повышение. Неувлеченный сотрудник приходит на работу как на каторгу и не понимает, в чем смысл ее работы. Не получает нужного внимания от наставника. Грамотную адаптацию, понятные ежедневные инструкции, задачи. Чаще всего в бизнесах нет вообще никакой адаптации, нет понятных ежедневных инструкций, задач. И все это приводит к тому, что люди начинают притворяться, что работают. Они бы и хотели работать, но организация недостаточно цифровая, чтобы каждому вовремя дать нужную инструкцию о том, что делать, чего не делать, чтобы держать человека в правильном контексте. Один из способов решения такой проблемы – это большое количество совещаний, на которых менеджмент задает вопросы, собирает отчеты. Другой способ – требовательность, без предоставления инструментов, знаний, которые приводят к тому, что даже самые смышленые в вашей компании выгорают от давления. Я помню себя в банке, как это было вот там, да, самые трудолюбивые обычно получали еще больше работы, а те, кто умел увиливать, ничего не делал, просто отсиживался. Какое-то время все это может работать, но потом нужный человек уходит, потому что он не видит, как он себя может развивать, он видит, что его достижения не оценены, и он выбирает те компании, где его будут развивать и будут поддерживать то, что он делает.
или уходит просто в свой бизнес, потому что на самом деле самые лучшие люди в нашей компании – это те люди, которые готовы открыть свой бизнес, готовы взять на себя эту ответственность. Но часто они уходят, потому что мы им не даем развиваться, не даем им брать больше ответственности, не даем им делать то, что они хотят внутри нашей компании. Внутри нашего сервиса мы смотрим на все процессы организации под иным углом и по-другому взаимодействуем со всеми нашими базами данных. Мы создали один контекст для большинства задач бизнеса. И это помогает нам быстро находить нужные действия, получать актуальную информацию, какую-то, возможно, ссылку на какой-то нужный прямо сейчас документ, какой-то готовый отчет внутри как раз вот нашего виртуального ассистента, по-другому чат-бота. С командой разработчиков мы создали такую систему оцифровки процессов через чат-бот. И наш сервис отличается тем от того, что мы выше сейчас говорили, что нашей команде не приходится изучать еще один какой-то сложный интерфейс, ставить себе на телефон какие-то новые приложения и потом не забывать заходить в него для работы. По сути, технология снимает нагрузку с операционной памяти менеджера и позволяет ему эффективно нанимать, обучать, продвигать, помогать и контролировать свою команду. Другими словами, что я имею в виду, когда говорю про оперативную память? Вот представьте, вы едете за рулем без навигатора. Вам надо думать, куда повернуть, направо, налево, прямо, где какой там следующий светофор будет, знак стоп и так далее. И это вот, напрягает и занимает нашу операционную память. В случае, если мы включили навигатор, мы видим, когда будет следующий перекресток, мы видим, когда будет следующий поворот, где и когда, как нам нужно свернуть. Вот в этом плане наша система очень метафорично повторяет этот навигатор, внутри которого вы четко понимаете, что вам нужно делать и чего вам делать не нужно. И каждый член вашей команды, каждый сотрудник вашей организации понимает, что от него хочет организация. Он понимает, что ему нужно делать для того, чтобы развиваться. Он знает свои цели, он знает цели своей команды, он знает цели своей организации. Он еженедельно и с определенной периодичностью встречается с ребятами и каждый день обменивается через наш сервис различными отчетами для того, чтобы быть в курсе о том, что происходит внутри организации. То есть внутри включается коллаборация следующего уровня, которая частично автоматизирована. То есть если бы так надо было помнить кому-то, да, что надо Васе написать, да, то сейчас ему не надо об этом помнить. В нужный момент ему приходит сообщение от нашего виртуального ассистента и говорит: напиши Васе вот это или спроси у него то. И все это помогает вовлечь людей и быстрее двигать все эти процессы, которые сегодня особенно критично важно все осознать и оцифровать. Потому что, как мы говорили с вами уже, да, то есть если у вас бизнес не оцифрован, во время карантина мы просто потеряли бизнес. Мы собрали команду экспертов из HR, из психологии, из бизнес-коучинга, из как раз геймификации бизнес-процессов. И вместе с ними создали шаблоны самоорганизующих процессов, которые можно запустить на команду, и команда потом уже автоматически будет вовлекаться в работу организации, взаимодействовать с другими командами, с какими-то конкретными людьми, и, соответственно, даже можно автоматизировать проведение совещаний и анализ того, насколько эффективно, как считают эти участники совещаний, прошло это совещание. То есть мы видим полностью карту бизнеса и тепловую карту даже настроения внутри коллектива. Другими словами, автоматизируя бизнес нашим подходом, мы дали каждому сотруднику навигатор, который помогает ему двигаться внутри нашей организации от задачи к задаче, брать у необходимых людей обратную связь для того, чтобы вовремя принимать необходимые решения, проводить мозговые штурмы, улучшая существующие процессы. Просто один раз мы описали всю логику, договорились с командой, что она будет проходить именно таким образом, запустили процессы, и сразу можно визуализировать и увидеть, где логика нарушается, где какие метрики отклонения происходят, и быстро контактировать с людьми, которые не выполняют свои договоренности для того, чтобы улучшать работу организации. При этом мы можем даже настроить какие-то триггеры, и автоматически эти триггеры будут получать ваши менеджеры, тимлиды, кто у вас, для того, чтобы четко понимать, кто прямо сейчас недобросовестно выполняет свои обязанности, кто прямо сейчас не увлечен, с кем нужно провести встречу на 1 на 1, с кем нужно какие-то дополнительные обучения провести. Все это как раз вовлекает в работу организации каждого сотрудника, каждый видит каждого, потому что все отчеты визуализируются в общих чатах, да, то есть и внутри этой работы включается как раз групповая динамика, которая помогает запустить эти внутренние силы организации, вовлечь людей. Я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я. И при этом для нашего решения нужен только телефон и чат Telegram или Slack. Не нужно учить сотрудника сложным системам внутренних процессов. Когда многие компании требуют, например, при найме опыта SAP, у нас этого не нужно делать. То есть, пользуясь нашим сервисом, вы не усложняете жизнь ваших подчиненных. При этом не нужно изучать новых интерфейсов, ставить новые приложения. Ты просто получаешь нужную информацию, нужные вопросы в определенное время или по запросу в привычном для тебя канале в чате, другими словами. Личный ассистент каждого сотрудника в нашем бизнесе помогает ему делать всю рутинную работу,
автоматизирую менеджмент своевременными вопросами и подсказками. То есть то, что делает менеджер чаще всего, он задает вопросы чаще всего. Если проходит совещание, мы спрашиваем, как у тебя этот проект, как у тебя тот проект, как у тебя эти цифры. Если цифры хорошие или выше, мы говорим, хорошо, молодец, поехали дальше. Если цифры плохие, мы говорим, ребята, что-то надо делать. Вот этот процесс, как раз вот задавание вопросов и вот эту коммуникацию, всю ее можно автоматизировать и не тратить время на личные встречи, на вот эти бесполезные совещания. Вот как мы автоматизировали нашу команду. Всем привет, на связи Артур, команда MalikSpace. И сегодня я рад представить вам мини-обзор к функционалам MirsAI. Наш виртуальный помощник смог включиться буквально во все процессы взаимодействия и жизни нашей команды. Предлагаю наглядно рассмотреть, как нам удается поддерживать уровень вовлеченности команды в бизнес-процессы компании и оцифровывать эту метрику. Прямо сейчас на своем экране вы видите, как MirsAI собирает данные о результатах работы команды, задает им вопросы, помогает их скорректировать и спланировать свой следующий день. При этом данные отправляются в привычные многим из нас мессенджеры, в данном случае используем Telegram. Ответы сотрудника формируются в график вовлеченности в интерфейсе MirsAI, благодаря которому тимлиды команд могут увидеть процент вовлеченности каждого сотрудника и понять, кто прямо сейчас нуждается в поддержке. В то же время часть данных уходит в общий чат, где каждый может увидеть результат каждого, что позволяет сделать прозрачным коммуникацию внутри команды. И скажу честно, зачастую это подталкивает повысить результат своего дня. Кстати, MirsAI нанял половину моих коллег. Посмотрим, как он это делает. Мы задаем параметры сотрудника, которого хотим видеть среди нашей команды. Далее формируется ссылка на онлайн-интервью. По этой ссылке проходят наши соискатели и взаимодействуют с MirsAI. Дополнительно мы можем провести анализ психологического портрета личности и другие тестирования. Все полученные данные отправляются HR-команде. Наконец, остается просто принять решение и отобрать лучших. MirsAI также проводит у нас адаптацию, обучение и развитие новых членов команды. Он помогает собирать обратную связь от коллег и давать их друг другу, проводить тренировки менеджеров с анализом голосовой речи. Также с его помощью мы планируем и синхронизируем личные цели с целями компании. MirsAI фактически стал нашим новым членом команды, который проводит за руку на всем периоде жизни внутри организации, от найма до увольнения. С каждым процессом вы сможете ознакомиться в самом MirsAI. Если вам интересно, мы можем сделать обзор каждого процесса в отдельном видео. Напишите, какие процессы вы бы хотели рассмотреть более детально. Другими словами, мы, без программистов, создаем процессы и запускаем ботов без единой строчки кода. Архитектор бота описывает процесс организации внутри нашего сервиса, запускает его, и мы через время анализируем данные через встроенные графики или выгружая таблицы, чтобы построить необходимые модели и увидеть корреляции. При этом архитектор — это не какой-то специальный обученный человек, который пришел к нам извне в нашу организацию, а это человек, который работает в нашей команде, который сумел быстро разобраться в нашем несложном интерфейсе и запускать определенные процессы, не задавая лишних вопросов. Вот как автоматизировали наши процессы ребята, которые разбираются в кадрах, бизнес-коучинге, психологии, геймификации. Коллеги, расскажите о себе немного. Меня зовут Николай Вовченко. Я профессиональный психолог, бизнес-тренер, мастер-тренер НЛП, аспирант кафедры психологии Университета менеджмента образования, руководитель и ведущий тренер в Центре НЛП Николая Вовченко. В этом проекте я отвечаю за процесс построения миссий и ценностей, поскольку, сделав их понятными, доступными и мотивированными для каждого сотрудника компании, мы как результат получаем в компании людей, которые будут работать не только ради денег, а еще и ради той идеи, благодаря которой эта организация существует. Когда есть четко прописанная миссия и ценности, тогда отсеиваются все лишние люди, которые понимают, что больше по двойным стандартам и правилам в этой компании играть нельзя. Это показывает мой опыт работы с различными организациями в сфере финансовых и консалтинговых услуг, розничной торговли и производственными предприятиями. Мы наделяем команду смыслами, которые будут помогать им достигать как личных, так и командных целей. Меня зовут Лилия Валеева, я директор по персоналу в группе компании Тинькофф. Ранее была HR-бизнес-партнером в компании Alstom, ныне General Electric. Я работаю в сфере управления персоналом уже более 12 лет и являюсь экспертом в области подбора, адаптации, обучению и выстраивания высокоэффективных команд. Если вы, так же как я, специалист в сфере HR, либо руководитель с опытом управления персоналом, и хотели хоть раз автоматизировать ваш бизнес, то уже наверняка сталкивались с очень тяжелыми софтами, громоздкими системами, которые необходимо было адаптировать под ваш род деятельности, что требовало дополнительных ресурсов финансовых, а хуже всего это большое количество времени, которого сейчас нет. Чаще всего с ростом бизнеса у нас растет еще и численность персонала.
И также растут операционные расходы с точки зрения HR, такие как вам необходимы люди, которые будут разбираться и выполнять такие процессы, как подбор, адаптацию, обучение, ставить индивидуальные планы развития для сотрудников, следить за их эффективностью. И порой на то, чтобы получить высокоэффективного сотрудника, уходит немало как временных, так и финансовых затрат. Именно поэтому в MercyEye мы интегрировали такие процессы, как аватар кандидата, тестовые задания, все этапы интервью, процесс сбора рекомендаций, весь процесс адаптации, обратную связь, и внедрили геймификацию в каждый процесс, которые в результате позволяют увеличить продуктивность сотрудников, экономить время, экономить финансовые ресурсы, а также увеличивать скорость реакции на изменения, которые происходят вовне. Меня зовут Стравойтов Артем. Вот уже 6 лет я занимаюсь геймификацией, создаю игровые элементы для бизнес-процессов компаний и этим повышаю интерес и вовлеченность у сотрудников. Работаю я с ведущими компаниями в IT, транспортной, агро и других сферах. В проекте я занимаюсь разработкой процессов, связанных в первую очередь со сплочением коллективов, проведением групповых динамик в онлайн. Групповые динамики сейчас это важнейший фактор для создания сильной команды. Сплоченная, сильная, с хорошо выстроенной коммуникацией команда может намного быстрее решать возникающие проблемы и задачи. Как вы видите на экране, это процесс создания групповых динамик. Он поможет вам в нужное время выбрать цели мероприятия. Это может быть развитие навыков, повышение позитива у вашей команды или создание креатива для задач. Еще вы можете выбрать дату, количество участников, а уже после этого провести мероприятие по подготовленному алгоритму. Этим процессом нам удается полностью автоматизировать проведение групповых мероприятий внутри компании для сплочения и активизации коллектива. Меня зовут Катерина Акман. В течение нескольких лет я внедряла систему управления эффективностью бизнеса в компании Coca-Cola Hellenic. Там же я познакомилась с коучингом, и уже 5 лет я практикующий бизнес-коуч, а в 2017 году основала Международную академию бизнес-коучинга Тувин, где мы готовим профессиональных коучей для бизнеса. В проектах Руслана я отвечаю за процессы, связанные с повышением эффективности сотрудников, с постановкой целей, отслеживанием результатов и внедрением коучинговых подходов в управлении. Возможно, вы, как и большинство руководителей, сталкивались с тем, что сотрудники теряют фокус, не могут договориться друг с другом, не проявляют инициативу, ждут от вас готовых решений, нарушают дедлайны, сопротивляются новому. Очевидно, что все это может негативно сказаться на результатах компании. Чаще всего причиной неэффективного поведения является низкий уровень вовлеченности сотрудников. Большинство внедряемых нами процессов влияет именно на рост вовлеченности. В MercyEye нам удалось автоматизировать процессы, связанные с постановкой целей, командной оценкой результатов сотрудников, перформанс-ревью и оценкой вовлеченности сотрудников. Так, сейчас на своих экранах вы видите пример предварительной фиксации договоренности к встрече 1 на 1 и ее последующей оценки сотрудникам команды в MercyEye. Этот процесс позволил нам раскрыть потенциал сотрудников и позитивно влиять на рост уровня их вовлеченности. Если говорить вкратце, то внедрив этот процесс, мы получаем возможность оценки результатов в коротких интервалах. А наши члены команды теперь получают обратную связь вовремя, понимают нас, понимают, куда и зачем они идут. Всего лишь одно точечное действие позволяет вывести предсказуемость результатов команды на совершенно новый уровень. В одном из банков мы автоматизировали обучение сотрудников колл-центра. Для этого наш виртуальный ассистент ежедневно задает вопрос каждому из 80 сотрудников колл-центра. Например, он задает сотруднику кейс. Тебе звонит клиент, возражение дорого, что ты скажешь? Задача менеджера – оперативно ответить голосом на вопрос этого бота. После этого наш ассистент распознает голос и понимает, насколько то, что сказал менеджер, совпадает с эталоном скрипта. После этого строятся графики, рейтинги, и мы видим всю нашу команду продавцов в разрезе их достижений с точки зрения обучения скрипта. Меня зовут Роберт, я кофаундер и технический директор MercyEye. Я несколько лет управляю командой разработки в финтех-компании, и сейчас у нас 130 человек в 4 городах. Команда довольно распределенная, и я активно использую наш продукт в наших командах. Но сегодня я хочу рассказать про использование нашего сервиса в крупных предприятиях. В нашем сервисе есть возможность
проводить тренировки, причем голосовые тренировки для сотрудников отдела продаж или для сотрудников отдела поддержки. Сотрудники делают это в тот момент, когда им удобно. Часть работы по анализу разговоров берет на себя бот, а коуч или аудитор в данном случае, он анализирует не всех сотрудников, для примера, там, в данном банке больше 300, а только ту часть, которая выбивается по количеству баллов прошедших тренировок. Как показывает практика, ребята, которые прошли обучение через бота, более уверенно разговаривают с клиентами во время боевых разговоров. При этом сама автоматизация процессов не нуждается в помощи разработчиков. Для автоматизации нужны эксперты по процессам и специалист, который настроит в нашем сервисе этот процесс. То есть себестоимость внедрения логики значительно ниже, чем с привлечением программистов. В конце видео расскажу вам, как получить готовые процессы, которые помогут вашей команде автоматизировать некоторые рутинные задачи. Пользуясь таким подходом, мы получаем виртуальную экспертизу от экспертов, которые помогли настроить основные процессы. Данные, которые собирает наша команда, пользуясь виртуальным ассистентом, легко проанализировать и диагностировать для улучшений. Наши эксперты дают нам свои рекомендации, просто анализируют цифры. За счет того, что эксперт, используя наш сервис, описал все процессы и руками все это внедрил, он четко понимает при малейших отклонениях от эталонных, что происходит в нашем бизнесе, как можно улучшить процессы, метрики, и дает рекомендации по своим направлениям. Таким образом, мы содержим в бизнесе меньше сотрудников, которые занимаются операционной работой и анализом, передав это алгоритму и экспертам. Например, когда эксперт по HR видит низкий уровень счастья в отчете, сразу дает нам готовое решение, которое помогает гибко работать с командой, чувствовать ее. Другими словами, когда Лилия видит, что в нашей команде упал индекс счастья, она дает нам конкретные рекомендации, как можно поднять уровень счастья внутри коллектива за счет определенных техник. Например, провести какую-то разгонку в определенном формате внутри команды, либо рекомендует нам провести какую-то корпоративную игру для того, чтобы сплотить команду и задать другую динамику. Таким образом, мы не содержим HR, директора и бухгалтера в нашей команде. По ссылке в описании вы можете получить доступ к сервису и настройки готовых шаблонов. Мы понимаем, что сегодня большинство бизнес-моделей потерпели крушение, и многое придется строить по новой. Поэтому собираем спикеров Кремниевой долины, чтобы улучшать собственную бизнес-модель и процессы. Кризис показал, что корпорации Кремниевой долины первыми приняли меры по предотвращению угрозы распространения вируса. Несмотря на свои гигантские размеры и сложные структуры, эти организации первыми перестроили свои процессы, бизнес-модели, запустили новые продукты и начали получать с кризиса меньше убытков, чем весь остальной рынок. Мы понимаем, что большинство бизнес-моделей потерпели крушение, и многим придется по-новому выстраивать свой бизнес. Это магазин Louis Vuitton на центральной площади Сан-Франциско, который называется Union Square. Эти помещения стоят сотни миллионов долларов, но они сегодня заколочены, потому что собственники боятся вандализма, боятся того, что будут просто крушить их магазины во время вот этого кризиса. Мир уже изменился и не станет прежним. Мы точно будем делать все по-другому. Все, что раньше делали в магазине, все, что мы делали во время личных встреч, сейчас мы будем делать онлайн. Онлайн-покупки, онлайн-встречи, онлайн-бизнес, онлайн-обучение. В долине огромное количество компаний, которые растут в кризис. Amazon нанимает 100 тысяч человек, Zoom растет в цене, растет в количестве пользователей. Я лично Zoom никогда раньше не пользовался столько, сколько сейчас пользуюсь. Растет виртуальная реальность, игры, онлайн-образование. Все это сегодня бьет рекорды. У меня есть возможность перенять модели, инструменты в свой бизнес и бизнес русскоговорящих людей со всего мира. И именно поэтому мы сделали доступ к знаниям из долины онлайн. По сути, это убирает лаг во времени, сокращает отставание, и вы можете забрать технологии из мест, где они создавались напрямую без потери времени. Потому что сегодня многим бизнесам из России приходится забирать технологии из Кремниевой долины очень такими непростыми окольными путями, анализируя, что происходит в Европе, что делают конкуренты, тогда как сразу можно смотреть то, как делается бизнес, взрослый бизнес в месте, который считается одним из самых инновационных в мире. И именно кризис 2020 года сделал это возможным. Честно говоря, я сам не верил, что люди такого достатка, вот, которые приезжали к нам, которые сейчас уже вписались в нашу программу, такого возраста, вот так вот сядут за экраны мониторов, начнут общаться с другими такими же онлайн, участвовать в мозговых штурмах, запускать совместные проекты. Мне в это не верилось. Но сейчас ситуация диктует новые правила, и мы все в них, хотим мы того или нет, встраиваемся. Должна быть автоматизация, должна быть более серьезная эффективность. Поэтому я считаю, что вот у людей, живущих в США, имеющих IT-опыт, очень хорошие возможности донести до старых сфер, до старых индустрий свой опыт, что они могут предложить. Ну, позже уже поговорим дальше в чатах подробнее.
Я думаю, даже хорошо созваниваться не только по вертикалям, но и в целом. Люди находятся в разных индустриях, многие бизнесы растут, большинство все равно закрывается, и людям интересно понимать, что происходит вокруг. Я понимаю, что, наверное, это единственная возможность для многих не остановиться в своем развитии и сделать так, чтобы через год, когда мировая экономика начнет отрастать, мы стали первыми, кто оседлает эту волну. А кто-то прямо сейчас, перестроив свои процессы и бизнес-модели, начнет зарабатывать. Вот к чему присоединились русскоязычные предприниматели со всего мира. Всем привет, на связи Артур, команда AliExpace, и я рад вкратце представить вам программу Silicon Valley Online Bootcamp. С ней вы сможете перестроить ваш офлайн-бизнес в онлайн, а также настроить работу удаленной команды быстро, легко и автоматизированно. Пожалуй, всем уже очевидно, что сегодня время гибких решений. Именно поэтому основу программы составляет несколько ключевых элементов, которые вы сейчас видите на своих экранах. Это платформа MersEye, которая сможет автоматизировать все коммуникационные процессы в вашем бизнесе. Это обучение от практиков из Кремниевой долины, сотрудники компаний Google, Zappos, Netflix, Amazon, Cisco, Improvada. Это команда наших экспертов, которые помогут приземлить и настроить все под вашу специфику. И, наконец, это доступ к закрытому онлайн-комьюнити предпринимателей для проведения совместных мастер-майнд-сессий. Предлагаю посмотреть саму структуру программы. В течение 7 дней вы будете встречаться с действующими сотрудниками компании Кремниевой долины, которые знают, как построена работа команд изнутри. Совместно вы разберете на детали и соберете заново модель управления своей командой, метрики контроля прогресса, систему отчетов, механики найма, адаптации, обучение сотрудников, сервисы, инструменты и принципы коммуникации команды в онлайн. Одновременно с этим вы получите доступ к виртуальному помощнику, который автоматизирует все изученные процессы. Программа составлена с соблюдением всех принципов дидактики, то есть у вас будет теоретическая часть, практика с домашними заданиями, а также интерактивная часть с экспертами, работа в мастер-майнд-группах. Кроме того, один из пакетов участия предполагает дополнительные 5 месяцев мастер-майнд-сессий с бизнес-ангелами, основателями стартапов, инвесторами из Кремниевой долины. Об этом чуть подробнее вы сможете узнать от Алины Гафаровой уже через несколько минут. Таким образом, пройдя Silicon Valley Online Bootcamp, вы сможете не только избежать статистики ошибок в онлайн-управлении командой, но и, как говорится, убить одним выстрелом нескольких зайцев. Это получение знаний, автоматизация работы команды, личное знакомство и контакты деловых людей Кремниевой долины. Ну и, конечно же, вы получаете доступ к закрытому комьюнити предпринимателей с Русланом Гафаровым. Вы можете изучить подробное содержание программы, пройдя по ссылке в описании под роликом. Спасибо за внимание и до встречи в Silicon Valley Online Bootcamp. С вами был Артур, команда AliExpace. Пока-пока. За последние 3 года в нашей программе прошли 400 предпринимателей, которые приезжали к нам в Кремниевую долину из разных стран. Россия, Китай, Казахстан, Беларусь, Украина, Австралия, США, Германия, Испания и много разных других стран. Например, наш участник Вальдемар, гражданин Германии, оптом поставляет во все известные европейские сети и сети стран СНГ осветительное оборудование. Ведет бизнес в 30 странах. Налоговую отчетность дает, по-моему, в 9. Вальдемар написал мне, что за 3 месяца после нашей программы он проинвестировал в 2 проекта, сделал структуру своей организации более плоской, используя дизайн мышления, вовлек команду в работу и перевел ее на следующий уровень как раз групповой такой динамики. Команда стала более сплоченной. И благодаря всем этим инструментам и технологиям, о которых он узнал как раз вот в нашей программе, он сумел значительно сократить расходы. По крайней мере, об этом он мне пишет. Вы тоже можете стать частью нашего сообщества и получать похожие результаты. По ссылке под этим видео есть инструкция, как это сделать. Там же под видео вы найдете ссылку на еще одну нашу программу. Это полугодовой мастер-майнд с профессорами, докторами наук, инженерами и инвесторами из Кремниевой долины для решения задач участников этой программы. Алина, моя супруга, расскажет чуть больше об этой программе. Наша углубленная программа будет проходить на протяжении 5 месяцев. Я выделила 2 блока, о которых хочу рассказать поподробнее. В первом блоке вас ждет 15 полезных знакомств с экспертами из Кремниевой долины. Это сотрудники топовых мировых корпораций, инвесторы, бизнес-ангелы и основатели стартапов. Встречи будут проходить раз в неделю в формате мастер-майндов. Узкой группой участников мы сначала сформируем вопросы для нашего гостя, далее мы проведем встречу с экспертом, и после встречи мы совместно с вами разберем полученные знания и распределим задачи внутри группы, что и как будем делать для внедрения в свои бизнесы. Вас ждут онлайн-сессии с сотрудниками таких корпораций, как Facebook, LinkedIn, Uber, Tesla и многие другие. Мы изучим, как устроена корпоративная культура компании, процесс найма персонала, постановка целей и формулировка метрик. Научимся эффективно проводить онлайн-совещания и мозговые штурмы. Все то, что необходимо каждому бизнесу для его успешной работы. С инвесторами мы научимся разбираться в трендовых отраслях, как правильно инвестировать и в целом рассмотрим варианты пассивного дохода. С основателями стартапов мы поговорим о процессах запуска стартапа, привлечении инвестиций и опять же о трендах,
в том числе в области искусственного интеллекта. Для меня самое ценное помимо знаний – это еще и нетворкинг. У вас будет возможность в дальнейшем продолжить общение с нашими экспертами для решения ваших бизнес-задач. Я занимаюсь в нашей компании организацией программ для туров в США и лично отбирала спикеров для нашей мастер-майнд-группы на основе НПС-опроса участников наших предыдущих программ. То есть в этой программе отобраны самые интересные спикеры и самые полезные темы. 2020 год начался с глобальных перемен. Мир изменил более половины привычных бизнес-моделей, и сейчас как никогда важно глубже работать над стратегией производимых и реализуемых товаров и услуг. Именно поэтому мы включили в наш интенсив, помимо встреч с экспертами, один из модулей Executive MBA с профессорами университета Линкольн. Во втором блоке в рамках этих 5 месяцев, помимо встреч с экспертами раз в месяц, будет 4-часовой интенсив от профессоров, докторов наук, практиков университета Линкольн, которые живут и работают в Кремниевой долине и помогают бизнесам, которые находятся здесь, формировать новые стратегии. Мы разберем на примерах кейсов американских компаний, лидеров индустрии, процесс запуска продуктов, его позиционирование, а также потребительское поведение. Так, например, с профессором Ашуровым вы разберете персональные стратегии вывода внеконкурентных продуктов на рынок в период кризиса, а также изучите модель перезапуска маркетинговых коммуникаций вашей компании для увеличения продаж ключевых продуктов. По окончанию мастер-майнд-группы, помимо знаний и инструментов для внедрения в свои бизнесы, вы еще получите сертификат о прохождении обучения в Калифорнийском университете. По желанию вы можете продолжить обучение в онлайн-режиме в университете и получить диплом Executive MBA. Подробная программа находится в описании под этим видео. До встречи в мастер-майнд-группе. Все это время работы с нашей командой я говорил, что мы еще не начинали работать над нашим главным проектом. И вот теперь я понимаю, что делаю главное в моей жизни. Присоединяйтесь к нашему онлайн-сообществу, забирайте инструменты самого технологичного места на Земле, чтобы развивать ваш бизнес. А здесь мы ставим точку, и хотел буквально в 2 словах сказать еще спасибо, что смотрите, спасибо, что с нами. И это видео я записал для того, чтобы вам быть более понятным, для того, чтобы вы поняли, чем я сейчас здесь занимаюсь, и, возможно, сделали какой-то мне запрос, как я могу решить какую-то вашу проблему. До встречи!